Привет, это Salesmania. Узнай что-то новое, а ты точно узнаешь что-то новое. Подпишись, расшарь и лайкни. В маркетинге, в продажах есть такое понятие АИДа. Иногда его называют воронкой продаж. По-простому это можно назвать просто найти кнопку у клиента. Узнай, где у него кнопка! Или как еще аллегорийно, найди у клиента точку G и простимулируй ее. Впервые АИДа была предложена Элмером Левисом в 1896 году. На то время он был одним из ведущих американских маркетологов конца 19 века. И для быстрого, емкого и полного понимания Элмер упаковал принцип АИДа в эти 4 буквы. Сейчас я вам дам два варианта применения данного акронима АИДа. При этом акцентирую ваше внимание, что никто из хваленных бизнес-тренеров не говорит, а слушатели и не задумывается, что АИДа актуальна не только в маркетинге. Ну и к слову, для понимания разницы между акронимом и аббревиатурой я дам вам в конце данного видео. Как я сказал, неважно, это маркетинговое предложение, продажа или отношения между людьми на бытовом уровне. Именно во второй части этого видео вы увидите, как данным принципом успешно пользуются ловеласы, пикаперы, а значит для парней эти знания будут особенно интересны. Первое. Как это происходит в маркетинге? Суть формулы включает в себя 4 основных этапа, задача которых подтолкнуть человека к принятию определенного действия. Расшифровка АИДа. Следующее. A. Attention. Привлеките внимание клиента. Второе. Interest. Вызовите интерес к товару. Расскажите клиенту, почему ваше предложение может быть интересно именно для него. Третье. Desire. Вызовите у клиента желание приобрести этот товар. Покупателя. Вызывайте интерес, делайте упор на логику, играйте на эмоциях покупателя. Вот мой пример с компанией Керхер. В свое время я проводил там тренинги для отдела продаж ее сотрудников. Мы взяли для упражнения паровую систему SI4 EasyFix. Вот такую. Все сотрудники отлично знали все ее технические характеристики. Вес, размеры, объем резервуара с водой и давление пара 3,5 бар. Но почему-то знания не подстегивали продажи. Так вот, какую фишку я придумал, чтобы вызвать у покупателя желание купить эту систему. Я сказал, что процесс глажки, особенно в больших семьях, это целая эпопея. Гора белья грозно возвышается перед вами. Вы вынуждены продолжительное время топтаться перед гладильной доской, отглаживая огромные простыни и пододеяльники, метр за метр таская этот утюг по гладильной доске. А теперь представьте, у вас была бы данная система с этими 3,5 барами давления пара. Вы складываете пододеяльник вчетверо и одним движением пробиваете насквозь несколько слоев ткани, делая их идеально ровными. Вы как минимум 4 раза сокращаете время глажки. То же самое касается и джинсов, как вы видите на этой фотографии. 4 слоя плотной джинсовой ткани – это не преграда. Именно так лучше всего влиять на домохозяек, вызывать у них жгучее желание перейти к экшен, к действию. Это и есть побуждение к действию, бежать на кассу, совершить покупку. Вот вы и нашли кнопку, или если вам угодно точку G, и искусно ее простимулировали, чтобы клиент совершил покупку. Вспомните, вы наверняка наблюдали АИДа в любом супермаркете. Красивые девушки-промоутеры, стоя в зале у промостойки, громко вещают: «Уважаемые покупатели, сегодня компания «Сыры и сырочки» предлагает вашей дегустации сырок и медок. Это новинка. Попробуйте, пожалуйста. Купить данную продукцию вы можете в фирменном отделе сыров». Покупатель откликается, пробует новинку, и если ему нравится, идет на кассу и совершает покупку. Это и есть АИДа в продажах. А теперь, как я и обещал, посмотрите второй пример. АИДа на вооружении пикапера. Мы все этот фильм неоднократно видели, но никогда не задумывались, что это и есть инструмент маркетинга АИДа. Простите, девушка. Что? Вы не скажете, где находится этот... Ну ты помнил, Паша.
Ну этот, но, а дальше? Что? Но? Ну этот, но. Ну вот знает-то молчит. Ну что тебе, трудно сказать, но филет. Вот тут, обращая внимание, отчетливо видно attention, привлекает внимание, где находится на филет. Первое А отрабатывается. А что это такое? Ну тут знает, а мне не говорит. А вы знаете? Все-таки Панкратов черный гений маркетинга. Он инстинктивно подключает вторую букву I, interest, разжигает у девушки интерес, вовлекает ее в дискуссию. Нафилет? Нет, я не знаю. Что-то знакомое? Вообще? А вы оставьте свой номер телефона. Мы вам позвоним и скажем, что такое нафилет. Верно, Паш? Ты же мне скажешь, и девушка тоже интересуется. Меня зовут Алла. А? Я теперь обязательно должна узнать, что такое нофилет. А вот и третья буква D. Desire. Желание. Алла теперь заинтригована и сама говорит, что хочет знать про местонахождение этого таинственного нафилета. Очень приятно, Гена. Паша, большой ученый. Спасибо. Пока. Ну и финал апофеоз. Четвертая буква A. Action. Действие. Алла пишет номер телефона и передает его в руки наших героев фильма. Здорово, не правда ли? Заключение для тех, кто подзабыл отличие аббревиатуры от акронима. Акроним образуется начальными звуками, например, ВУЗ, ТАСС, БАМ. Фактически акроним представляет собой слово, являющееся сокращением, которое можно произнести слитно. Аббревиатура произносится по буквам, например, КГБ, МВД, ЛГБТ. Пока.